Приветствую вас, дорогие друзья, с вами я, Свалхолд, и это продолжение нашего пашанайского революционного движения, так сказать. В прошлых сериях, как вы помните, мы раскрыли заговор магов, подавили их и уничтожили в нашей стране на корню. Также мы, наконец-таки, стали революционной, так сказать, державой, приобретя реформу сопротивления черного пороха. Я немножечко за кадром уже нам поднанял лимиты нашей революционной гвардии и выполнил уже одно задание, именуемое городские смотрители. Городские смотрители. Города такие же тела, как и любые другие, и подобно тому, как государство функционирует лучше всего в качестве великой гильдии, в которой каждый гражданин получает членство, так и городам лучше всего управлять на той гильдейской основе корпоративного представительства городов, наряду с провинциализацией или федерализацией регионов, позволяет уникальному характеру городской среды получить справедливое представительство в законодательном органе. Ну и мы совмещаем наши два, так сказать, права, которые мы им дали в одно, и благодаря чему у нас здесь стало меньше у купцов. В принципе, это неплохо. Это очень даже хорошо. Ну и следующая миссия. Вооруженные сталью. Пусть конные аристократы насмехаются над нашими младшими офицерами в потертых мундирах. Пусть издеваются над нашими простыми орудиями. Я бы обменял каждого гениального генерала, которому суждено было возмужать в наших пределах, на стабильные поставки оружия и снаряжения, каждую гениальную полевую стратегию на тупой здравый смысл офицера-торговца. Мы теряем 1000 монет, на 25 лет получаем производство, ну и класс. Переименовываем в наш город в Тедералас, и когда получим мануфактуры, там появится уголь. Классно, отлично. Теперь мы изучаем оружие издалека. Для этого нам нужно вставки сделать шпионскую сеть. Это долгий процесс, очень долгий. Кстати, что у нас в мире происходит? Ну, довольно-таки интересно здесь. Таракар. О, классно. И добродетельный муж. Нужно 15 революционного мнения. К сожалению, мы его получаем во время войны вроде бы. Хотя вроде, ну да, только во время войны мы его получаем, к сожалению. Поэтому нужно больше воевать. Сейчас как раз таки начнем войну с Леслинаром. И постараемся откусить от него побольше, потому что нам нужно как минимум забрать вот это все, что подсвечивается. Весь Анбенкост с островами, но у нас с ними перемирия, поэтому пока нет. Хотя бы давайте Леслинар попробуем немножко подраздеть, и уже будет неплохо. Нас, короче, сейчас загнали в вереницу войн. Сначала Говед воевал с Бипиком, отдал нам отдал нам Бипик, отдал нам Кротан, потому что у нас есть претензии на все это. Сейчас я помогаю в войне Бусилару, мне отдали Магдалеер. То есть я даже ничего не надо делать, они мне сами их отдают, сами объявляют войны, сами отдают, очень, очень такие. Вот здесь можно хорошо поживиться, вижу, но здесь есть нюанс. Там будет как раз таки Анбенкост, мы его заберем, Верны добьем. Вертекс неинтересно, прижим чужья еще тут чуть-чуть похаваем. Лунная гавань, куда-то она переехала, я думаю, куда же она делась? Но в целом мы сильнее них, поэтому сейчас, думаю, без проблем справимся. Помните, за нас воевал Лорент во время нашей имперской революции? Я понял, почему. Смотрите. У Лорента личная уния с Говедом. Вот это тут, конечно, фронт у меня. О, с таким союзником мне вообще накалиться теперь глубоко все равно, все равно. Потому что какая разница, когда есть такой союзник. Можно еще туда на Векс налететь, его добить, в принципе. Как бы, да. Сейчас такими, я думаю, моментами мы и позанимаемся. И вот мы закончили одну из войн с Магистериумом. Я попутно воюю с Вексом и с всякими мелкими минорчиками, чтобы они не успели собраться в какую-либо коалицию. Мы полностью теперь имеем под своим контролем Анбенкост. Осталась еще война с Виздамом. И это направление мы для этой миссии зачистим. Но здесь, конечно, нам еще воевать и воевать, но я буду это делать бесконтрольно, постоянно, и мы победим. И вот мы закончили еще войну с Вексом, приобрели себе здесь территории, здесь надо будет разбираться с крепостями потом в будущем. Тут очень много еще работы нам предстоит, у нас 216 сверхрасширения, это как бы нормально, со ставкой мы работаем для выполнения нашей миссии. Здесь остались небольшие еще очишки, которые нужно победить. Там Арбаран бедненький. Он нам пока не нужен. Пусть гуляет. И будем сейчас искать еще одну войну. Ну и вот в результате нашей войны мы забрали вот такой себе пласт земель. У нас есть, правда, проблема с нашими союзниками, так называемыми. В том плане, что
Агрессивное расширение минус 103. Поэтому есть некоторые у нас тут нюансики. Возможные разрывы союзиков. Такое все. Ну, как бы, если потерю Домискрона я бы мог пережить, то потерю Говеда с армией в 500 тысяч почти я не хочу переживать. С ними как-то поприятнее от коалиции отбиваться, поэтому я постараюсь сделать все возможное, чтобы Говедик остался с нами, нашим другом. Я немножечко подогнал наше войско под лимит, у нас теперь 256 полков. Мы потеряли нашего союзника в лице Бивара, но в принципе они настолько сильны, чтобы об этом плакать. И начал войну с Араненом за одну провочку. Ну и сейчас еще Виздам вступится. Он же вступится. Да, и у Виздама заберем еще этот один островочек, чтобы в будущем мы смогли выполнить вот эту миссию. Потому что здесь нужно очень-очень много сюда влезать. Ну и вдобавок нам нужно поднять революционное мнение, так сказать, рвение. Для этого нужно постоянно находиться в войнах, потому что во время мира мы, к сожалению, теряем революционное рвение на минус 4 аж. Поэтому нужно с этим будет что-то делать. Я думаю, мы сейчас это и сделаем. Ну вот, по сути, и все. Война закончена, всего лишь одна провинция нужно, по сути. По сути и по факту. А, блеха-муха, нужно еще от Ашинянда отдирать кусочки, да? Но проблема, что если я так сделаю... Или можешь плевать уже на Говед, и без него справимся, в принципе. Да мы и так сильны, я думаю, у нас боевой дух какой. 8,2, то есть если смотреть по качеству в мире, да, как бы... Кого нам бояться? Давайте, это еще не золотой век, мы еще золотой век возьмем и просто уничтожим абсолютно всех. 100% профессионализм и традиции, как бы... Плевать, согласна? Давайте просто устроим мега-жир, мега-аджор. Сколько сможем забрать, столько заберем, а на остальных, как говорится, мне все равно. Ну, мы потеряли еще одного союзника в лице Бусилара, возможно, оно и к лучшему. Нам бы каких-нибудь новых найти. Мы настолько агрессивно воюем, что нас никто не любит. Ну, плюс мы гегемонами стали еще. Ну вот мы закончили еще одну войну. Тут чуть-чуть подрасширились. Получили еще Озерный дворец. Продолжительность жизни плюс 15. Максимальная привилегия для сословия плюс 2. Имба. Когда у тебя миллион денег, любое великое сооружение это просто имбище. Проблема только в том, что нас все ненавидят, но как бы Говед кое-как еще держится, нас не посылают, на том ему спасибо. Здесь мы почти все закрыли уже, поэтому все очень в этом плане у нас грустно. Хотя можно еще сейчас будет поднанять войска, что в принципе, наверное, и буду сейчас делать. Решил я начать закрывать дипломатическую ветку. Может быть это нам, во-первых, это двойная стоимость провинции минус 20, а во-вторых, может быть все-таки как-нибудь мы сможем стабилизировать наши отношения. Кстати, я не помню, говорил, я полностью признал Гнол, ладно. Руины рожденных я признал, и сейчас давай тогда троллей еще признавать. Кстати, президент тролля. Это было бы, конечно, смешно. Ладненько. Мы такая мультикультурная, мультирасовая, так сказать, страна, поэтому будем этим всем заниматься. Начали еще одну войну, тут небольшую. Постараюсь это забрать. Нам, конечно, нужно еще очень много всего забирать, но постараемся хотя бы с малого. Этот фронт, главное, мы почистили полностью. То есть нам в будущем сюда пока лезть не надо. Я конечно, знаю, что там будут еще приколы. Но давайте, так сказать, сконцентрируемся на чем-то одном и хотя бы стараемся выполнить вот это. Здесь осталось не так много, а Шиньян, да и вот здесь разобраться. Конечно, хотелось бы Говед не потерять как союзника. Я ему, видите, даже субсидии даю, чтобы он с нами дружил, и подарки посылаю, чтобы мы с ними были друзьями. Вот мы и выполнили. Снова выскочки. Столетия назад малодушные империи капитулировали перед магами, даровав ему единение и автономию для бесконечных интриг против законного правления. Теперь мы признаем силу независимой гильдии и мощь, которую группа обретает, действуя как единое тело, лишенное оков и препятствий. Теперь палата желает сделать то же для артефакторики. Словно магию можно низвести до керамики, влитой в предмет. Господа члены, сколько же раз нам нужно усвоить этот урок? Артефакторов никогда не обвиняли систематически в причастности к магократическому подрыву, предпринятому против нашего государства. Действительно, их ремесло весьма удачно вписалось в гильдейскую систему, чего маги так и не смогли добиться. А снисходительное отношение магов к их практике практически склонило их против мятежа во время попытки переворота магов. Тем не менее, они еще один потенциальный источник силы, и мы усвоили, что подобная сверхъестественная сила легко развращает тех, кто может монопольно ею владеть.
Хотя нет сильной поддержки чисто артефакторов по аналогии с магами в парламенте, все громче звучат призывы к ужесточению регулирования и государственному надзору за гильдиями артефакторов. В основе своей практики любая форма магии должна быть подчинена гильдии граждан, государству. Мы поставим их на место. И мы строгий госнадзор. Боевых артефакторов нанимать больше нельзя, долго они будут исследовать, но то дешевле. Теперь мы сможем выполнить еще удар в самое сердце. Ну и вот еще одна миссия — удар в самое сердце. Абсурд обладает собственной силой, чему люди не верят, тому не могут противостоять. И пока враги пребывают в неверии, они не сумеют адаптироваться, такова логика резни, которую неофит часто ошибочно принимает лишь за акт террора. Да, резня сеет страх или подавляет сопротивление, но помимо этого она дестабилизирует выживших, являя даже отсутствующий при ней внезапно ставший непредсказуемый мир. Выжившие вынуждены, и адаптация отнимает драгоценное время. В этом смысле любое зрелище подражает резне. Величайшая резня — это резня над символом, король, поставленный на колени, священный скипетр, разбитые оплиты. Оно делает ошеломленными выжившими целые народы. Разграбление Анбенкоста. Императорский дворец будет перемещен в нашу столицу и переименован в Дворец Единства. Разграбление Адбенкоста. Войска пашинайцев были тем страшнее, что были вежливы. Они вышибали двери своими импровизированными таранами вполне исправно. Затем офицер входил в дом и вежливо просил всех жильцов подождать снаружи, после чего методично перечислял все предметы хоть какой-то ценности, подлежащие распределению среди его солдат. Тех, кто отказывался, не расстреливали, а лишь задерживали. Пашинайцы делали это дом за домом. Улица за улицей. Это было подобно притчевскому человеку в храме, разбивающему мозаику, с той лишь разницей, что они выковыривали каждый кусочек мозаики по отдельности со стены тысячи раз подряд. Мы были удивлены несколькими днями позже, обнаружив, что ничего из этого не было приказано. Даже в своем грабеже они образовали гильдии. В одних странах солдаты действуют как толпа, в других как грабящая аристократия. Пашайцы же были купцами. Они оценивали все, а затем обчищали до нитки. Их цель, казалось, было не просто уничтожение Адбенкоста, но его обнищание. Или, возможно, они просто хотели доказать превосходство даже своего грабежа. Нет лучшего примера, конечно, чем дворец. Тысячи солдат, работая несколько недель, разобрали его целиком сверху донизу, вплоть до орнамента. Все должно быть отправлено в Блюхард и собрано заново. Символ унижения, окончательного поражения империи. Ну давайте выкупим у солдата и все, чтобы опустошение было... Ой, ну 100 так 100, господи. Какая разница? Зато у нас теперь в столице есть Дворец Единства. Дает максимальное революционное рвение. Плюс 10. Еще бы оно у нас капало, было бы вообще супер. Но, к сожалению, оно у нас не капает. И вот еще одна война у нас коротенькая, небольшая, в которой мы сейчас дозачистим здесь тех, кого только сможем сделать, потому что нам еще предстоит очень много таких войн маленьких и не очень. А вот и все. Мы здесь чуть почистили, но, к сожалению, Говет больше не наш союзник. Это проблема. Потому что коалиция моя выглядит вот так. Ой, господи, вот с кем мне дружить? Одному богу известно. Ну, я почти взялся гегемонию, только толку-то от нее. Дисциплина наемников, конечно, приятно. Автономия, рекруты. С кем дружить? Опа, давай, Акашек. А почему нет? Хотя бы, знаете, для сдерживания. Саламина на безрыбье и рак рыба. Ой, как раз он там с кем-то воюет, значит, у меня сейчас будет здесь капать оно, да? Отлично. Вот они сначала покинули коалицию, потом снова не уступают. Ну, придется воевать со всей коалицией, это будет очень больно. Очень-очень больно, но что делать? И очков здесь нужно немерено. У меня, получается, уже... Одна колония есть, и вот сейчас здесь будет вторая колония. Зачем? Да просто по приколу, по сути. Мы, короче, растеряли всех наших союзников, которые здесь раньше были. Бусилар, Карвурия, Бивар, Дамискроун, Говет, Лорент наши больше не союзники, к сожалению. Потому что нас все ненавидят. Минус 253, минус 500 почти из агрессивного расширения. Вот это я называю на букву Ж. Это полное Ж. Но мы прорвемся. Ибо армия наша может быть аж в 500 тысяч. Ну, с учетом того, что у нас есть еще 900 монет на наемников, сейчас будем поднимать наши войска, наши армии, чтобы давать отпор всем негодяям. Ну вот и все. Наши войны подошли к концу. Я забрал Равелян, и теперь где он, интересно, появился? А, вот здесь он появился. И мы еще забрали Храм Реала. Кстати, хорошая тема. Тут Дипрепа,
отношения, терпимость. Будем... Мы здесь много, на самом деле, великих проектов забрали. Они очень все вкусные. Особенно мне гильдия Ванбери понравилась. Там на мощь пехоты дается у нас. О, 15%, 0,15, вообще кайф. Теперь у нас дипрепа станет еще лучше. Дип отношения будет, меньше будут люди восставать, что тоже шикарно. У нас, конечно, сверхрасширение хорошее такое, да и лимиты у нас трещат. Ну и при жемчужи я еще забрал вот здесь кусочек. Просто ради прикола я решил развивать свои колонии, как бы. Я с них пошлины вообще не требую, то есть я их стараюсь снижать. Я их наоборот субсидирую, то есть вот эту я субсидировать уже вроде перестал. Да, перестал субсидировать. А вот эту я субсидирую на 82 монеты. А нет, все-таки субсидирую чуть-чуть, да? 26 монет. То есть как бы я им, так сказать, помогаю, а не они мне. Равеляне Векса отлучили. Забавные парни. Что нам здесь осталось? Нам остались буквально 4 провинции. Надо это еще успеть сделать так, пока они не вступили в коалицию против нас. Потому что потом будет вот так. Хотя 2 миллиона... Что такое 2 миллиона, господи, а? Не, ну в принципе, это будет очень жесткая бойня. Давайте я попробую, наверное, с богом. Здесь есть один очень смешной нюанс, что чем дольше я не объявляю войну эту коалиции, тем хуже нам всем жить становится. Вообще бы руби... Кстати, можно попросить. Значит, ну, своими силами что остается? За нас Саламина, Авдал. Вместе мы непобедимые. Как говорится, чародейки вперед. Потому что если я буду ждать еще дольше, их будет становиться еще больше. Но если хотя бы можно Говет будет из войны выбить. Я не знаю, каким это образом. Но надо, наверное, все-таки пробовать это делать. Ну, смотрите. Вот так. О, Грамбар. Привет. Вот так мы воюем, короче. И никого из этой войны выбить нельзя, кроме Говеда, по сути. Да, только Говед можно выбить. Я бы сказал, Говед нужно из этой войны выбить. Поэтому первым делом пойдем пробивать Говед сейчас. Ну, сражения у нас идут отлично. Очень хорошо мы сражаемся против этих гадов. Но их очень много. Ну, вот это не считается, потому что... Ну, потому что не считается. Это наши наемнички бедные. А вот и сражение с армией Говеда. Да. По боевому духу, конечно, мы их опережаем на голову. И здесь же мы их и похороним. Опа, Акашек. Ну, хотя бы, может, морскую нам поддержку накажет. Уже было бы, я думаю, очень неплохо. Нам бы, на самом деле, нашей армией великой взять и дотяпать до этого. До Говед, до Говитона. Взять его штурмом, осадой и просто выкинуть Говед из этой войны. Что он здесь ни к селу, ни к городу, честно. Вот армада в 500 тысяч, она мне здесь не нужна. Это мы фронт подзакроем этот, и я смогу сконцентрироваться уже на других противниках. Вот еще одна армия Говеда, которую мы сейчас унизим. Потому что наша армия всех сильней или нет? Видимо, нет. Переоценил. Себя недооценил врага. Никогда так не делайте. Вот теперь мы немножко реабилитируемся за прошлое наше поражение и вайпнем ему армию. К сожалению, он сдаваться не хочет, даже после падения Говитона. Он как-то думает, что сможет победить. Ой, ребята, какая заварушка у нас сейчас смешная. Это смешные цены. Но этого, наверное, нам не хватит, да, для победы. Их здесь очень много. Ну, хотя, гляньте, отогнали, прогнали, отбили. Хотелось бы, конечно, вайпнуть, но хотеть не вредно. Ну, в этой заварушке, скорее всего, мы проиграем. У них слишком много войск. Хотя, вроде, держимся неплохо. У них еще минус кубик. Но, не-не-не-не-не-не. Не получилось. Ты отступишь в соседнюю провинцию, тебя вайпнут, да? Скажи так. На удивление нет. Здесь очень много стран, которые уже воевать не хотят, но из-за того, что их сковывают, так сказать, договоры, они не могут выйти. Тут намечается у нас заварушечка одна, интересная. Так, подведем еще резервик. Ну, их очень много. У нас пока наши войска делают небольшую стратегическую вылазку. Давай мясо подведем. Не сможем, да, здесь мы отбиться. Их очень много здесь. Очень-очень много. Здесь наших вражин. Просто здесь 3 отряда занимаются взятием столицы Говеда. Поэтому... Наконец-таки, после падения Говитона и пары одной крепости, точнее Говед, из этой войны вышел. Все, фух,
Самая тяжелая фаза этой войны, по сути, закончена. Вот за это я не люблю позднюю игру. Конечно, такие сражения выглядят прикольно, но не люблю я такое. Вот все-таки первая фаза игры, так сказать, начало, самое, на мой взгляд, интересное. А вы напишите в комментариях, какая, на ваш взгляд, фаза игры самая интересная. Начало, середина или вот уже когда мы тут 500 на 500 сражаемся в одной провинции ради одной провинции, да. Ну, дорогие друзья, вот так у нас сейчас выглядит наша линия соприкосновения. Я полностью зачистил юг. Мы, так сказать, стабилизировали линию фронта на севере. Ну, здесь, конечно, есть еще попытки прорывов, бля, я их пытаюсь как-то сдерживать. Война, короче, закончена. Слава богу, я 2 провинции забрал, за это я очень люблю позднюю игру. И по потерям у нас это 1 200 000 плюс 600 небоевых, ну, короче, по 2 миллиона. Они потеряли тоже по 2 миллиона, поэтому только я сражался, по сути, один, вон я 1 000 000 человек убил. У меня, конечно, по 6 тысяч рекрутов в месяц капает, но их уже даже не хватало, чтобы пополняться. Поэтому, да. Но вы не расстраивайтесь, сейчас мы закончим одну войну, и у нас будет другая война. Мы это закончили, хвала богам. И теперь у нас война с Серебряной Кузник, и у них ровно то же самое все. Ровно такая же коалиция, только без говеда вроде, да? Может, перемирие все-таки. Поэтому ровно все то же самое, или с говедом все-таки? Не, без говеда. Ой, ой. Но союзников у нас, конечно, нет. Ну, как вы понимаете, я не сумасшедший, я не буду в это влезать прям сразу. Мы сейчас немножечко посидим, постараемся хоть чуть-чуть восстановиться, потому что это что-то с чем-то сейчас было. Может быть, кстати, коалиция подразвалится чуть-чуть, было бы вообще, на самом деле, отлично. И вот, наконец-то, я смог сделать добродетельный мужи. Те, кто пожирает себя на службе государству, кто берет на себя бремя ответственности, справедливо признаются, автократы прошлого воображали себя направляющими интеллектом и разумом страны. Тогда как мы признаем, что истинные государственные мужи – это кровь, нервы, все органы должны координироваться, питаться, регулироваться и взаимодействовать, ибо когда появляется увечье, именно кровь поднимается, чтобы свернуться и закрыть рану. Мы получаем вот такие замечательные бафы. И для тех, кто захочет поиграть за Пашайна и самому пройти этот путь, то вам небольшой лайфхак. Укрепление правительства повышает революционное рвение, поэтому можете просто не париться и просто затыкать его и получить, чтобы закрыть эту миссию. Самое тяжелое, я не ожидал, что так будет тяжело, это улучшить отношения с Верховной Ставкой. Ну, либо же сделать там шпионскую сеть, но здесь, как вы понимаете, нужно 50 шпионской сети. Мастер шпионажа, ладно, я его нанял уже. Фрегаты, ладно. 50 шпионской сети нужно. Но оно поднимается по 0.33. Я не успеваю набить себе 50, потому что меня рассекречивают постоянно. Хвала богам, это наконец-таки случилось. Оружие издалека. Среди человеческой и эльфийской аристократии было принято говорить о чести в оружии, как будто смерть приобретает большее значение для жертвы из-за изящества, с которым она принесена. Это мораль наивна. Государственный деятель становится демоном в моменте, когда считает необходимым отнять жизнь во имя государства. Это его бремя и моральная неизбежность. В этот момент честь и отпущение грехов становятся несущественными. Он может лишь надеяться, что благодаря безжалостному применению любого и всего доступного ему оружия, такая жертва во имя государства окажется стоящей. Кража черного пороха. Не мучься угрызению в парламенте. Касмил, держи военную линию государственного мужа, призвали быть демоном. Дитя мое, не забывай этого, и наши враги заключили с магами куда худшие сделки, чем та, которую мы избежали, чеканя монету с ограми. 28 молодых людей, всю жизнь отбивающихся от этих чудовищ, ушли безнаказанными, и с ними Пашайн обретает свою свободу. Я имею в виду именно в этот самый момент, потому что теперь мы можем дать утечку всем, кто надеется сражаться с нами, что у нас есть черный доместир. То мы проводим обратную разработку, и им лучше бы подумать дважды, понимаешь? Этот инструмент мира прежде, чем инструмента войны. Изобретение пуля из черного доместира. 5 дисциплины и годовое революционное рвение, да? Класс. Особенно годовое революционное рвение. У нас оно все равно, конечно, падает, но ладно. Учредить гвардейцев.
Когда-то лихие искатели приключений из Минибора очаровывали возлюбленных своих отвагой, своим риском. Гордые, воинственные и мускулистые, они были достаточно молоды, чтобы быть безрассудными, переполненными бравадой. И все же, как же еще привлекательнее, когда эта бравада на службе у всех нас. Конечно, повеса, он и есть повеса, но повеса в добротных сапогах, пылко клянущийся сразиться с королем-колдуном ради тебя. Дорогая, ты отдашь даже люстры, если попросят. Мы получаем еще бафы, замечательные на войну. Только на революционные полки, а авантюристы превратятся в гвардейцев у нас. Осталось... Вот вы не поверите, я вот этот островочек чертов, я его упустил. Поэтому я жду перемирия, влетаю, забираю его. И мы с вами наконец-таки увидим, что же там дальше. Вот это я не знаю, как выполнить, потому что мне нужно получить контроль над ректоратом, но у меня что-то не получается. Сейчас подкопим. Оно, как вы видите, не копится, потому что равеляне меня ненавидят. А ненавидеть они меня будут очень долго. Агрессивное расширение минус 709. Плюс ассимилировал нашу культуру, поэтому я не знаю, что мне с ними делать. Вот ей-богу. Я их уже пытался уничтожить, я их уничтожил, они переехали и сохранили. Я не знаю, что с ними делать, поэтому этот квест как выполнять я пока не знаю. Ну и, друзья, мечта живет. Возможно, почтенные члены парламента, вы устали от моих напоминаний, что Анбинар означает единство. Я нет. Если построенное нами должно уцелеть, мы все должны служить таким напоминанием. Каждый ребенок Анбинара должен взрослеть, зная хотя бы немного, что некогда подвергалась риску. Каждый мужчина должен помнить угождающую магам тиранию, ныне упраздненной империи. Гниль, которую едва избежали, и хотя границы Анбинара могут охватывать множество разных народов, все должны научиться лелеять глубочайшую из уз. Узы гражданского братства. Придает событие единство. Единство. Империя единства. Так было названо это государство. И все же за столько сотен лет имперского существования оно было обязано своим положением лишь немногим династам. Да, разного умения и статуса, но также магам, всем, кто мог накопить власть в силу асимметричных преимуществ. Мы не станем утверждать, что навсегда сокрушили жажду власти. Мы не станем утверждать, что люди чисты. Но впервые в истории Коннора существует государство, что стремится обуздать эти порывы, смотрит на жестоких и самодержавных и осмеливается сдерживать их. Во-первых, наши собственные государственные деятели, которые должны лавировать среди множества гильдий государства. Множество структур, созданных для их ограничения. Во-вторых, наши враги, которые в темных и безмолвных уголках этого мира вечно строят планы править безраздельно. В-третьих, мелкое зло, кровососущие паразиты, кто создает мелкие тирании над людьми, которые по естественному праву заслуживают быть свободными. Гильдии внутри гильдий, каждая частично защищает нас, действуя на основе того, что солидарность многих стоит больше, чем погрешность одного. Против местного тирана – местная гильдия, против мятежника – гвардия, против государственного деятеля, ставшего преступником, под властью которого крестьяне старых времен просто страдали бы, великий механизм единого государства. Вот что мы создали. Мы не приковываем наш народ к ложному единству. Множество гильдий, представляющих каждого из нас, свидетельствует о наших многочисленных переплетающихся ролях в жизни. Над ними всеми возвышается всеобъемлющее целое – гильдия граждан. Выше профессии, выше происхождения, быть частью Анбинара так же просто, как выбрать это. Мы выбираем единство. Ну, здравствуйте. Ой, как красиво. Как красиво. По результатам голосования в моем ТГ-канале победил вариант «Мы облечемся в черный порох». Давайте сначала прочитаем символы нового Анбинара. Наше государство многолико, порождено соперничающими идентичностями. Ни одна из них не умрет и не должна умереть. Они тонна в композиции, часть нас, но через парламент и через ряды солдат поднимается желание обрести отчетливую единую идентичность, отражающую все, что мы сделали, чтобы оказаться здесь, отражающую природу нашего государства. Как я говорил, в нашем ТГ-канале произошел опрос, поэтому если вы хотите также участвовать и напрямую влиять на мои прохождения, так сказать, в реальном времени, то переходите, подписывайтесь, там периодически происходят опросы касаемо новых компаний и касаемо как раз таки различных ивентов. Ну и также там новости, анонсы, и можно просто поговорить в чатике. Победил вариант с «Мы облечемся в черный пороховой». И у нас теперь цвет вот такой. Оу май. Анбинар черного пороха. Конечно, было бы забавно, если бы еще как-нибудь герб поменялся. Точнее, флаг, герб наш. Но, в принципе, тоже неплохо, я думаю. Итак, давайте смотреть. Во-первых, у меня здесь придет колоссальная стройка мастерских, точнее, контор. Ну, деньги это как бы не самое важное в нашей... на нашем месте, потому что у нас денег как бы куры не клюют, поэтому нас больше интересуют наши новые миссии. У нас вот такое расширение их.
Ой, дай бог я успею до конца игры это все сделать. Потому что вот эта миссия, к примеру, требует захватить, ну, все вот эти провинции. Как я это буду делать, я не знаю. Ну да ладно, что-нибудь придумаем. Итак, величайший город. Я нашел ее у фонтана Оратора, облаченную в слои шелка. Кое-где они касались воды, будучи слишком легкими, чтобы потонуть. Так моя кара танцевала по городу, мимо кафе, через университетские дворы, мимо проповедников, суливших все тайны мироздания. Она легко касалась всего, ни на что не надавливая. 20 кварталов гнался я за тем шелком, и для меня он навсегда стал городом, отдаленным разговором из окна, вечным гулом кофеин, где толпится миллион. Дворец Единства дает нам какие-то очки. Отлично. Видеть распространение идей. Мы – это наши организации. Личная политика античности и империи уступает место корпоративной политике современного государства, в котором каждый предполагаемый индивид представлен всеми относящимся к нему органам, профессией, местностью, этносом, политической тенденцией и так далее. Такие органы прививают групповую идентичность и солидарность. В конце концов, угнетать одного фермера чертовски легче, чем угнетать всех фермеров разом. Новый век добродетели. Необычно среди государств мы родились из разговоров, многовекового разговора между философами, художниками, романтиками и государственными деятелями, задавшими простой вопрос: кем мы хотим быть? Построенное нами государство опирается на постоянные издержки, постоянную реорганизацию и изменения. Подобно тому, как гильдии города приходят и уходят во власти, а новые гильдии образуются в рамках целого. И мы тоже уязвимы перед внешними врагами, желающими нас изнурить, и врагами изнутри, теми, в чьих сердцах таится самовластие. Мы не останемся на месте. Дело пашанцев стало теперь делом анбинарцев, и это дело вечно. Не только мы, но и весь мир заслуживают этого нового образа жизни. И мы должны постоянно его переосмысливать, иначе мы застоимся так же неизбежно, как старый режим Конора. Во имя дела навсегда. Держава Анбинар Черный Порох станет основным источником революции. А другая сторона не может стать источником революции. Центр революции появится в нашей столице. Ура, товарищи! Ура, ура, ура! Мы теперь центр революции, и мы защитник веры. Конечно же, куда без этого. Мы можем еще переехать в Анбенкост. Я это делать пока не хочу, потому что у нас наш Блюхард это поинтереснее будет, чем Анбенкост. Два Анбенкост защищать очень тяжело здесь будет нам. А Блюхард, он прям так в центре находится, его очень удобненько защищать. Следующей миссии Ригорна построить, но у нас в этом плане есть определенная пока что проблема. У нас еще уголь не зародился в таком количестве, чтобы можно было бы заниматься горными. У нас вроде бы вот уголечек есть пока что один. Еще появится здесь. А что для этого нужно? Давайте посмотрим. Просвещение. Просвещение только, да. Развитие провинции более 20, инновационность больше 20. Ну как бы, да, просто не хватает нам института просвещения. Ну окей, подождем. Подождем. И вот я провел одну маленькую войну. Мы захватили здесь чуть-чуть, чуть-чуть здесь. Сделали Равелян нашими вассалами. Смысла в этом, конечно, большого немного. Он все равно будет нам не лоялен, но, по крайней мере, он перестанет копить на нас агрессивное расширение. Там и так уже очень много. Наши революционные идеи постепенно распространяются по миру, что это великолепно. Забрал еще здесь немножечко колоний. Здесь какую-нибудь сделаем небольшую независимую компанию. Пусть она там отдыхает. Может, какую-нибудь пользу будет нам приносить. Ну и нам надо воевать дальше. У нас большие лимиты армии. У нас много рекрутов, хороший призыв. Нам надо как-то двигаться дальше. Но здесь, видите, проблема в том, что будет Говед воевать против нас. Бусилар, Саларен, Говед, Бипик, Нюшир, Бивар, Анкардия. Короче, много-много неприятных молодых людей. Но я бы, наверное, Аранену объявил войну за национализм. Тут очень мало агрессивного расширения мы получим. Хотя в нашем случае какая разница? Одни больше, одни меньше. Жалко, что Варамхар нам не поможет. Ну, плюс-минус сравнялись. Ну, они далеко все, они нам слабо помочь могут. Я бы Таракар хотел союзником, но Таракар не хочет нас союзником. Биярник союзником выглядит не так-то плохо на самом деле. На безрыбье и рак рыба так-то. Ну, можно попробовать. А мы начнем наш крестовый поход теперь на земли Аранена. Надо только выбрать цель какую-нибудь более интересную. Ну, к примеру, за их столицу, наверное, можно. За Аранен. Да, вот Аранен, призовем всех наших союзников и будем молиться, что мы справимся в атаку. Ну, как понимаете, фронт у нас вот такой сейчас, просто шикарно. Ну, как всегда, мы сейчас зачистим юг, потом дестабилизируем фронт, пойдем потихонечку на север. Здесь нас будет сдерживать кое-как наши
войска. Наш флот, точнее. Теперь у меня более совершенный военный флот. Поэтому, я думаю, в этом море мы должны будем иметь хороший контроль. Но время покажет. Какая у нас тут морская заруба интересная. Ну, по идее, у нас флагманов больше, ну, точнее, линкоров. Может, мы издюжим? У нас потихонечку крепости вражеские падают. Но как-то не вывозим, да. Боевого духа не хватает. Говецкий флагман потоплен, тем не менее. Надо отступить. Мы нанесли им, ну, в принципе, поравнялись, наверное, по потерям. Не сказать бы, что мы прям сильно. Ну и, в принципе, на этом я войну, думаю, закончить. Я, конечно, могу до 95% добивать, но, честно вам сказать, это не приносит мне никакого удовольствия вести такие войны. По потерям у нас вот так. Мы потеряли 405 и 319. То есть 700 тысяч мы потеряли против миллиона потерь их. Ну, тут еще потери союзников, это само собой. Я хочу забрать всего лишь 2 провинции. 3 провинции заберем. И просто эту коалицию разломаем. И потом постараемся по отдельности уже с ними воевать. Потому что я в этой войне выиграю, это 100%. Просто сколько лет мы будем воевать, сколько мы на это времени потратим, я не хочу, честно вам скажу. Это очень муторно и, главное, бессмысленно. Теперь мы можем, по идее, сразу же влететь в Карвуру ту же самую. Хотя здесь спорный момент. Куда бы нам влететь? У нас претензии на Карвуре вроде как есть, но мы туда вроде бы как и особо-то и не попадем. Поэтому можем объявить Целианды войну. Будет еще Бусиларчик, Гизден, отлично. Саларен не так важно, Тритунь тоже. Вот этот вообще плевать. Призовем наших друзьяшек, опять-таки. Конечно, не могу сказать, что они нам очень сильно помогают, но лучше позвать, чем не звать, будем честны с вами. И объявим за Нале, как там тут называется. Непонятно, за что я могу объявить войну. Вот, за вот это, да. Ну, давай за вот это. Хотя, Варсален. О, Варсален можно. Вот за Варсален мы и начнем. Целианды, к сожалению... все-таки поддержал Бусиларову. Отлично, он сразу коалиция Карвурская распалась. Ну, логично. Там особо некому вступать. Они только что все со мной воевали. Ну, сейчас будем с Бусиларом еще разбираться. Потому что нас 40 тысяч, и мы идем разговаривать. Вот и потихонечку наши вороги сдаются. И мы сможем забрать очень много всего вкусного. Полностью мы аннексируем Гизден. Мы сразу еще заберем Тритунь, но он пока не хочет. Но он просто пока не знает того, что он хочет. Вот. Также мы полностью заберем Целианда, еще большой кусок Бусилара. Короче, сейчас мы отъедимся прям с кайфом. Ну вот и все, война подошла к концу. Я забрал здесь пробочки. Сейчас заберем еще у Бусилара кусочек вот такой на будущее. Ну и Целианды наш вкусненький весь теперь наш. Отлично, просто шикарная война. Еще какой-то великий проект получили. Глубоководная гавань, мощь линейных кораблей. Еще здесь интересный есть моментик. У нас революция распространяется очень хорошо по миру. И начали появляться первые революционные страны. Это, к примеру, революционный Наталеер, революционный Телум. Почему бы, как говорится, и нет. А что еще? О, Эскандер. Давайте его тоже улучшим. Здесь мы как раз крепости поставим. Не знаю, боты не всегда в таких зданиях ставят, ну, точнее провинциях с такими зданиями ставят крепости. Это очень, на самом деле, странно. Здесь мы организуем... Причем пока что здесь моя столица. Она сама по себе дает первый уровень крепости, поэтому... Блин, прикольно. Ладненько. Не знал о таком моменте интересном. Я просто перепугался, думал, как у меня столица переехала-то. Ну, видите, национализация это стоит копейки, потому что у нас очень хорошо развит наш госаппаратик. Поэтому сейчас будем думать, с кем воевать дальше. Ну и начнем мы еще одну войну, теперь уже с Прижемчужьем. Заберем остатки Орды Альдрези здесь и прорашим здесь. Ну и вы поняли, в каком ключе мы будем дальше развиваться. Ну и думаю, более лучшего момента, чем взять нам Золотой век, у нас не найдется. Поэтому давайте мы его и возьмем. Лучше уже не будет. Боевой дух у нас, конечно, сейчас просел немножко. 8.09 всего лишь. Но я думаю... В будущем мы это сможем подправить. Вот война подошла к концу, и сейчас будет очень вкусно. Бам-бам-бам-бам. Отлично. Идем, так сказать, идеально. Не было перемирий. У нас здесь, конечно, лимитики долбятся нам прямо туда, куда только можно им долбиться, к сожалению. Ну, а что мы поделаем? Новых уникальных пока никаких здесь нет приколов, связанных с нашей, так сказать, новой формой управления, к сожалению. Но
Да, она со всеми перемирие, так понимаю, сейчас. Воевать нам больше особо пока не с кем. Наверное, мы проведем военную кампанию против Флорента с Говедом. Будет довольно тяжелая эта военная кампания. Просто чтобы они в коалицию не вступили. Отберем нужные нам. И потом уже будем вот эту всю мелочь догрызать. Или с мелочью разберемся. Ну, короче, посмотрим, как это лучше сделать. Из забавных вещей, которые мы можем сделать, это восстановить Карвелат. Карвельт, некогда столица нации Карбаридов, был разрушен потопом, устроенным королем Тараваном. Соответствующими технологиями в наших руках этот некогда великий город может быть восстановлен. Ну, давайте его восстановим. И как бы мы можем выбрать бумагу, стекло, сукно или ничего. А что он производит сейчас? Соль. Ну, вроде бумага дорогая, дай бумагу. Ну и вот, подошла эпоха, пришло время нам снова воевать. Воюем с Карвурией, воюем с вот этим Телумом и с Араненом, плюс коалиция, сколько там успела вбежать, пока я объявлял. Я постарался как можно быстрее объявить, чтобы эту коалицию раздробить хотя бы на 2 захода, а не одним блином получать в лицо, потому что не очень комфортно и удобно с ними в таком плане воевать. Но в целом мы справимся. Я как раз таки разогнал нам армию. У нас теперь армия 651, максимум 800, но не успел еще подстроить, поэтому все еще в будущем. Решил на второй фронт объявить войну Говеду с Лорентом. У меня еще есть некоторые союзники. Я просто хочу по максимуму здесь забрать. Если бог даст, я смогу забрать много. Все, потом нужно будет разорвать союз еще с Рубинкой, их бить Виздам, ну... Я уже воюю с Неклифом, поэтому мы Неклиф зачистим. Когда-нибудь он сдастся. А, он уже сдается. Ну ты какой. Какой ты молодец, а. Ты тебя быстро все доходит. Отлично. Освободили теперь армии. Можно продолжать наш великий поход. Я с минимум со соткой и сверхрасширением всегда сижу. Это так забавно, на самом деле. Это так прикольно. Ну да ладно, сейчас надо и бивар выбить и кромсать вот это. Нам еще поможет Бьярник сверху, Саламина немножко поможет. Может быть, кто-нибудь еще захочет вступиться на стороне добра, то есть на нашей. И наконец-таки у меня получилось зайти на престол равелианства. Поэтому марионеточный ректор, как слепый, предстающий перед народом, заявляя, что вещает глаз Божий, и как бездонна пропасть, которую ведут такие слепцы. Мы получаем марионеточный ректорат, 4-я форма, так сказать, наша госреформа. Принятие золотых булл дает стабильность или 50. Миссионеры, влияние на ректорат, вертикал, расход, короче, отлично, но как бы не сама цель. Теперь осталась мелочь, это просто дать место в парламенте и улучшить 5 раз некоторые провинции. В принципе, на этом будет все замечательно. Ну вот и все, это долгая кровопролитная война закончена. Мы потеряли... Да, мы потеряли больше, чем они, но зато мы победили. И надеюсь, я все правильно выделил. Сейчас как раз таки это и узнаем. Ну, вроде как все здесь. Теперь остались здесь только мелкие страны. И еще одна миссия выполнена. Товары Анбинара. Знаменитый узор Пайшлей. Конечно же, вдохновленный традициями Рахена, имитирующий лепестки лотоса в религиозной иконографии Римараджа. Однако с момента появления узора в Долине Луны он едва ли сдвинулся с места. Запатентованный при дворе в Нейпсбее, 96% мирового пайшлея производится в радиусе 50 миль от города. Как только первоначальный хлопчатобумажный лен прибывает в гавань, его обрабатывают, отбеливают, красят, наносят печать, пропаривают и продают в промышленных мегакомплексе. Само по себе разделенном, но не менее чем на 8 теперь постоянно связанных сообществ. Ну, как бы, это, конечно, прикольно, но ни тепло, ни холодно, честно. Вот это надо выполнить, это, конечно, сложно. Ну, по очкам очень дорого, я бы сказал, только. Марш в свободе нам осталось, по сути... Да, нам еще с Картанором, к сожалению. Точнее, с Адал-Ладумом придется, с Тунгуром придется воевать. С Адал-Ладумом тоже, ну, точнее, с Рубиновой Твердыней тоже придется повоевать. Но я думаю, ничего страшного, найдем себе новых союзников. И вот после Великой войны с Лорентом и Говедом мы забрали себе все земли, которые входили в Анбинар, даже чуть-чуть побольше. К примеру, мы Висвал полностью себе забрали. Жалко, нет какого-нибудь решения типа на объединение Висвала в одну провинцию. Но это, наверное, очень сложно реализовать. Но не так важно. Теперь нам осталось еще провести пару войн. Надеюсь, за одну это можно будет уложиться. Здесь у нас в основном перемирие. Сейчас мы тогда планируем объявить войну, конечно же, Дамискроуну. За него будет воевать, по сути, никто. По сути, никто. И мы сейчас его покараем. И потом будем готовиться к следующей коалиционной войне. Нам еще придется воевать с нашими же союзниками. Это Авдал Тунгур и Рубиновая Твердыня. С Рубиновой Твердыней я уже разорвал союз.
чтобы быть готовым к этой войне. Касаемо наших рас, мы теперь, смотрите, так как руинорожденные у нас тоже интегрированы, то он не дают нас в такой баф интересный. Хафлинг напоминает такой, гномы такой, а дварфы такой. Но я думаю, мы возьмем, нам деньги так-то не нужны. Готовность реформы, в принципе, приятно, потому что мы сейчас ее тратим только на расширение нашей администрации, по сути. Потому что мы упираемся в очень большой лимит, и есть в этом проблема. И вот война с Дамисхедом закончена теперь, точнее с Дамискроном. Теперь, точнее, он называется революционный Дамискрон, но, к сожалению, это ему выжить не поможет. Я заберу у него все земли в Анбинаре, и он уступит нам еще вот эти островки тоже в пользу нашей колонии. Я попутно объявил войну еще Аранену. Глава Элантирской КТК подчиняется нам. О как. Кого-то мы еще получили здесь, но это не так важно. Здесь мы самое вкусное, это сборный пункт. Получили еще лимиты армии, кайф. Казулбель национализм очень хорош, прям очень. Он позволяет так дешево забирать. Храм Арры тоже хорошая штука. Там, благодаря терпимости к истинной вере у нас вообще проблем с восстаниями. Ну и начал еще я войну с, ну, как я сказал, с Араненом, с Вездамом и Арбараном. Сейчас еще хочу объявить войну Бипику. За него, конечно, вступится и Бивар, и Говет, но это не проблема, я думаю, вообще. Мы их очень быстро уничтожим. Главное, Говет выбить. Остальное это мелочи жизни. Ну и вот война потихонечку подходит к концу. У нас первый выходит Арбаран. К сожалению, я его полностью доесть не смогу. 2 провки мы оставлю на следующую войну. Ну а что делать? Главное, мы хотя бы это делаем. Вездам пока не сдается, к сожалению. И вот война с Бипиком Говедом закончена. Говед просто был выбит. Ну и Бипик весь аннексирован. Точнее, возвращен в родную гавань, как это принято говорить у нас. Ну как дешево это все стоит, какая красота. Сейчас я довоевываю с Вездамом Араненом. Они почему-то сдаваться не хотят. О как. Все. Отлично. Остались всего Рубинка и Кратонор. Но с Кратонором у нас есть, точнее, Авдал-Тунгур. С ним у нас есть нюансы. Сейчас мы будем это все проворачивать. Сначала мы разорвем с ним союз, потому что мир нам не отдаст. А, еще Анкарди осталось, точно. О! Здесь можно будет добить и Арбаран. Красота. Все, занимаемся. Ну и сейчас Рубинка у нас перемирие закончится, мы их тоже доедим. Ну и мы наконец-таки делаем последний наш факультет. Это факультет на инновационность, том и строительство. Как бы большие мастерские. Пропали некоторые наши приколы. Мы перешли в эпоху артефакторики. Отлично. Я думаю, замечательно. Вот такая у нас революционная сейчас максимум. Вот так мы его распространили по миру. Возможно, Говет, Лорент и другие какие-то страны, так сказать, станут тоже революционными. Мы касаемо земель наших, зачистили полностью вот этот фронт. Осталась одна провинция здесь и война с Картонором-Авдал-Тунгуром за 2 провинции. И в принципе мы сможем уже прожать вот эту миссию, которая марш к свободе. И потом уже будем двигаться дальше. Не уверен, насколько у нас все хорошо получится. Может здесь нужно делать революционные страны, как их делать, мне пока непонятно. Может быть мы, захватывая провинции, их делаем революционными. Неясно, как оно происходит, оно само должно распространяться. Ну, короче, посмотрим. Касаемо других наших представителей, которые могут стать нашими президентами. У эльфов такой прикол, у гоблина стоимость воентеха минус 10, у Харимари стоимость идеи минус 10, у человека стоимость культуры минус 20. Но мы, наверное, оставим нашего... Ну, смотрите, в нашем полку прибыло, Говет теперь революционная держава. Ой, да, интересно получается. Ну и самое важное, что мы должны сделать, это принять закон об отмене рабства. Потому что в нашей империи рабов нет и не будет. И вот мы начали войну с Картонором, Авдал-Тунгуром и выполнили унифицировать закон. Акцизы на товары, регулирование передвижения, имущественное право, наследственное право, использование общественных земель, разрешение мелких споров, аттестация образования, дорожное право, регистрация брака, страхование, гражданский кодекс, унифицированы по всему континенту, регулирующий каждый момент, когда обычный гражданин сталкивается с законом. Короче говоря, самый тихий, самый значительный проект в истории Коннора. Мы получаем вот такие прекрасные бонусы. Отлично. Ну и расширить банк Луны. Я увидела свое отражение в мраморных полах атриума банка. Как отчетливо я могла разглядеть свои черты, как безупречно я выглядела, мне показалось, что это должно быть очень прозрачное место. Теперь банк Луны заменяется на банк Анбинара, получаем вот такие замечательные бонусы. И мы можем брать иностранные долги на себя, чтобы получать доверие и благосклонность. Прикольная тема. Прикольная. Но пока мы все упираемся вот сюда и вот сюда. Вот это очень затратно с точки зрения очков, потому что мы должны каждой культуре, хотя бы одной,
провинции этой культуры, дать место в парламенте и развить ее хотя бы 5 раз. А это очень дорого, на самом деле, по очкам, поэтому стараемся это выполнить. И потом уже мы довольно-таки быстро пойдем, у нас тут еще Набусилар появится, там еще какие-то приколы. И дальше будем идти к нашей мечте. Нашей мечте, да. И мы должны стать гегемоном на море и на войне. А чтобы стать гегемоном на море, что нам нужно? Точнее, на море или на войне? Ну, мы и так гегемон, да? Ну, значит, сделаем самый большой флот и самую большую армию, и, в принципе, будет все хорошо. Ну, на самом деле, иронично получилось, что наша великая княгиня, которая была избрана, стала магом. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Поэтому, ну, пусть правит дальше, раз она маг, ладно. Ну, вот и все, народ. Наконец-таки мы вернули в себе все имперские провинции и марш к свободе. Выбор в каждом городе Анбинара был между автократией и представительством, императивом и корпорацией, другими или нами самими. Возможно, в нашем рвении доказать себя истинными анбинарцами мы немного увлеклись. Теперь у нас получится очень вкусные претензии вечные, и мы меняем форму правления на Республику Черного Пороха. О, и флаг поменялся. Какая красота. Я так понимаю, дворян у нас скоро не будет. Республика Черного Пороха. Представительство пашанцев концептуализировано в блоках происходящих системы гильдейского представительства, доминировавших в городах-республиках Луны до Пашайны. Место в округе, представляющих местность, сочетается с парламентарскими местами для ключевых рас. Относительно сильной парламентской исполнительной власти сдерживается крайне влиятельные вотумами доверия. В результате одно лицо может быть представлено многократно, например, как житель города, как член текстильных гильдий, как кобальт и как арендатор. Ну и у нас здесь появились новые приколы. Законодательное собрание, переизбрание правителя, учредительное собрание, либо же национальная ассамблея. Выборы меняют влияние фракции. У нас еще фракции появляются, интересно. Здесь пока что марионеточный ректорат у нас, да. Это мы. Двухпалатная система, филианская система. Решает выборы, не может претендовать на императора Сри. Доступна механика, революционеры или монархисты. Нет. Не очень. Стоимость советника, президентская республика. Давайте двухпалатную, наверное, возьмем. В принципе, почему бы и нет. Что еще есть у нас тут интересного? У нас... О, как у нас тут, оказывается, все пересбросилось. Революционный совет, доступен парламент, он, по идее, нам и так доступен. Ну, давайте, наверное, революционный совет возьмем все-таки. Что еще у нас есть интересного? Ну, меркантилистический подход. Мы... Вообще, на самом деле, что мы будем брать? Вообще без разницы. Здесь мы принцип революции. О, как? Имперский принцип. Ну, блин, агрессивка, стоимость принципа прикольно. Военный принцип нет, а вот принцип революции, равенства точно нет. Просвещения тем более. Ну, давайте, наверное, революции, чтобы мы были более мощными, чтобы нам воевалось легче. Ну, электорат военный в правительстве запрещает выборы. 3 социальных класса. Стоимость национализации минус 10. О, как? Либо национальные беспорядки минус 2, да? У нас и так минус 9, а это будет минус 11. То есть у нас после войны вообще не будет проблем никаких. О, господи. Ой, как тут много всего. Как тут всего много. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладненько, сейчас мы со всем этим разберемся. Где я был? Я здесь был. Так. Ну, наверное, равные возможности. Звучит, конечно, прикольно. Здесь, ну, стоимость национализации. Давайте стоимость национализации. Это слишком вкусно. О, у нас политики расширились. Ой, как тут много всего интересного. Мы сколько их, интересно, можем взять? Административно можем взять. Ну, тут все как бы не то, чтобы мне хотелось, поэтому разницы большой нет. И массовая подготовка революционеров, что нам даст? Потеря муштры, но предел численности особых полков у нас будет. Либо же авангардной революционной чего? Готовка авангардной революционной армии. То есть разное содержание армии будет больше, они будут сильнее. Здесь муштра на содержание, элитная подготовка, дисциплина, содержание 100%, ну пределы меньше. Давай элитную возьмем. Что такое культ разума? Вера старых богов, их ложных идолов уходит в небытие во всем цивилизованном мире. Наш народ также долго связан на оком невежества, теперь просыпается в дивно новом мире. Бог мертв, и все дозволено. То есть мы получим культ разума, техи дешевле, у нас беспорядки, стабильность и престиж. Как интересно. Это очень все вкусно, очень интересно.
Блин, по сколько там? Ну, вы видите цену национализации, да? Вообще отлично. Ну и будем потихонечку идти дальше. Нам нужно, все конорские страны с развитием не менее 400 должны быть соперником или быть оскорбленными нами. То есть вот эти. Концерт Коннора мы выполнили. До нынешнего века суверенную политику Коннора точно можно было описать как сугубо лично доминируемым династическим интересом. Даже тогда, когда фигуры занимали позицию в ненаследственных силах. Достижение Пашана заключается в смещении центра тяжести власти к политическому организму в целом. Так что за столом переговоров сидят две стороны. Два целых. Ну, на самом деле, не такое. Промышленная революция. Нам что нужно сделать? Любая страна, столица Блюкар находится, является революционной державой. То есть нам можно сделать революционную державу в хребте, то есть Хугдир, типа, да. А вот как его сделать революционным? О как! О как! О как, да. У нас еще появились претензии на Бустилар. В принципе, я бы его доел, на самом деле. Что тут? Ну, что-то какая-то коалиция есть. Но, будем честны, не плевать ли нам? Поэтому мы сейчас все это сделаем. А что здесь? Стоимость завоевания за провинции 50. Стоимость, ну да, значит, распространение революции мы сделаем. Я же смогу забрать провинции, да? Насильственное среде, разрыв договора. Ну, по идее, да. Ну, сейчас посмотрим. Ну и наконец-таки я смог вложить большое количество очков и прокачать. Единственное, только в имени. Вы снова не поняли сути, забудьте клок-данс и местный сыр, забудьте даже местный культ. Все это несущественно, ниже внимания правительства, и чем больше мы зацикливаемся на таких мелочах, тем слабее наша власть. Единство – это намерение и действие быть анбинарцем, значит лишь творить анбинар, то есть служить государству, воплощающимся его идеалы. Произносите ли вы букву «Р» в конце слова, совершенно неважно. Получаем такие замечательные бонусы на 50 лет. И культурный союз со всеми народами у нас в Анбинаре. То есть они... О, господи. О, господи. Это все еще и бесплатно. Ой, у нас здесь теперь все построечки можно. Бальвертекс. А, ну, только Бальверс был не лучше, да? Великие школы. Аристократические ученые старой закалки клеймят редукционизм в наших массах институтов, где тайные двери знаний распахнуты для тысячи гвардейцев в день. Как же они встревожены тем, что мы больше не желаем учиться у их ног. Первым мы получаем такие модификаторы. Что такое радикальная реформа? Непонятно, но дважды это хорошо. Сокрушитель льва мы уже это делаем. Сейчас мы их разобьем еще попутно. Я воюю с Карвури за смену идеологии. Я думаю, также повоюем с Абиваром за это. Конечно же, с Хугдиром, с Нюрширом. Мы постараемся распространить революцию как можно сильнее. А вот и все. Бусилар теперь отсюда выдворен. Ну ладно, ну так только. Отлично. Осталось только снизить здесь автономию. Непонятно, что такое поддержали независимость всех своих колониальных субъектов. Ну мы это можем сделать. Ну не со всеми, конечно. Ну, в принципе, я думаю, это возможно. Осталось тут... местная автономия просто высокая. Ну, это мы и все сделаем. Чтобы вы понимали, вот так мне приходится сейчас сыграть. То есть вот это... Да, вот так мне приходится играть. Из интересного я объявил войну Говеду за его аннексацию. Хотя половина в этот момент Лорент объявил о независимости. Теперь они вместе с Таракаром бьют Говед. Ну и объявил войну Картанору за распространение революционных идей. И опять-таки я вот так вот играю. Очень тяжело, но ради вас и ради себя, потому что мне интересно тоже узнать, что там происходит, я постараюсь это перетерпеть. Поэтому надеюсь, что вы оцените данный труд, потому что я уже второй день пытаюсь это записать, дописать не получается. Поэтому поставьте лайки, напишите в комментариях что-нибудь. Ну а вот так выглядит наша боеспособность армии, как вы видите. 11,5 боевого духа, 3,7, 25. Ну короче, мы просто уничтожаем их армии. От Говеда мы заберем вот такую кусок земли, потому что он уже безоговорочно капитулировал, а Лорент не хочет кончать его, поэтому вот так мы заберем пока что. Потом следующие войны мы еще продолжим их жестко с ними делать всякие приколы. У нас тут некоторые нелояльные субъектики есть, но это не проблема. Итак, наконец-таки мы выполнили еще одну миссию — сокрушить львов. Нас просят защищать феодальную аристократию, юную в масштабах истории, от власти граждан и самых традиций, которые мы некогда хранили. Долго после того, как даже старая Домерия пала под властью военачальников, как республика Теф, нам-то говорят, что только так мы сохраним свои свободные души. Нам велят бояться прихода пашайцев. Но по правде говоря, именно они олицетворяют преемственность, они куда больше соответствуют естественному духу нас, космополитичных островитян. Братья и сестры Тефа, пусть осыпется штукатурка со стен этого дома, камень под ней прекрасен. Ну такие мы получаем бафы. И выходим наконец-таки уже вот в эти приколы. Сейчас будем их тоже пытаться делать. Ну и вот еще одна миссия у нас выполнена.
Декадентские державы прошлого страшатся нашей революции, которая исходит не из бесцельной крестьянской черни, а из 400 лет медленного, но планомерного развития гильдейской организации, но не сосредоточенной на совершенствовании государства. В каждой стране Коннора умелые, талантливые, наши, и наши враги все чаще узнают, что есть веская причина бояться часовщика. Пламя революции. Отлично. Очаг дарит тепло. Нужно 800 развития вот в этом нашем регионе, чтобы в каждой вот этой провинции было построено 10 зданий. Еще одна миссия готова. Облаченные в черное легионы. Полковник Амати был одернут с ног до головы в легионерский пороховой. Строгий оттенок, обретавший величие пропорционально своему потреблению, и который в любой уважающий себя красильщик тихо признал бы на деле глубоким дымчатым серым. Ибо в вопросах внешнего вида эффектное всегда предпочитает чистому. Вся эта картина, оттенанная блеском сапог и пуговиц полковника Мати, произвела великолепный эффект. Ибо не приложена истина, что молодой гвардеец, обладающий приличным гражданским чином, непременно должен быть в поисках жены. Получаем вот такие замечательные бафы. И каждая привилегия гвардейца дает 2,5 к боевому духу. О, господи. Страшно. Ну, 11 пока, да. Ну, единый бог, единый народ. Это нужно 500 провинций иметь. Я имею 342, притом только в Конноре, который равелянский. Поэтому дел у меня очень много. Очень много дел. Это воевать нужно с Говедом, воевать с этим. Короче, со всеми нужно воевать. Воевать, еще раз воевать, к сожалению. Я еще развязал войну с Говедом. И Говеда больше, я так понимаю, не существует. Подожди. А это где? Ну, Говед переехал куда-то далеко. Железные копии всякие. Ну, в основном я его захватил, потому что мне нужно распространить равелянство. Бальмир, конечно. С это все лучше. И с Риверией веду еще религиозную войну, чтобы он обратился в равелианство. Конечно, можно было бы его захватить, но это не так сейчас важно на самом деле. Так, сдавался бы он еще. Вы когда-нибудь видели сверхрасширение в 415%? Вот оно, пожалуйста. Лимиты, все трещит по швам, ну а что делать? Вот война с Риверией подошла к концу, я решил ее полностью захватить. Это будет проще, быстрее, чем пытаться ее обращать. Вот, смотрите, как-то так у меня выглядит страна. 600 развития, я забрал еще отсюда. То есть мы почти полностью здесь сделали. Вот так у меня сейчас выглядит страна. Да уж. Вот мы провели еще одну военную кампанию против Эбивара. И чуть-чуть Нюршир подкушали. Сейчас я хочу все-таки привести революционеров в Хугдире. Мы поддержим повстанцев. Я первый раз использую эту механику, я ни разу в жизни этим не занимался. Отпишитесь в комментариях, кто-нибудь вообще занимался таким когда-нибудь в жизни. Поддерживал повстанцев, чтобы потом через войну помочь им выиграть. Я никогда. Ну вот и все, с Хугдиром мы покончили. Он теперь меняет... вот теперь мы удовлетворяем требования повстанцев. И теперь он, по идее, становится революционным Хугдиром. Провел еще быстренькую войну против Карвурии. Чтобы вы понимали, у нас вот так наша армия сражается против сейчас Лорентийской. Ну как бы... без шансов для Лорента. И, в принципе, единственный, кто нам может составить какую-либо в этом конкуренцию, это Таракар. У него миллионная армия, и по военным теху он, в принципе, плюс-минус нас догоняет. Ну вот мы закончили еще одну войну с Лорентом. Мы полностью аннексировали здесь твердыньку рубиновую. За следующую войну мы полностью уже уничтожим Лорент здесь. Провел еще коротенькую войну с Сала Элином, или Эмином, или как его, Сала Милой. И теперь мы вышли на границу с Хугдиром, потому что мне никак не дается вот этот вентик. То есть он никак не хочет становиться революционный. Я не знаю, что с ним делать, честно. Вам скажу. Вообще не знаю. То есть я и повстанцев поддерживал, и через войну навязал. То есть вот они у меня. Их даже нет уже здесь, видите? Хотя у него революция, но как бы... Что с ним делать, я не знаю. Захватить просто его, да выделить. Типа, может он выделится как кто-нибудь. О, смотрите. Он как-то стал революционным Хугдиром все-таки. И теперь останется только война с Лорентом, по сути, одна. Блокировка его портов, но это не самая большая проблема. И мы уже достигнем нашей мечты. Промышленный комплекс. Не случайно долина Луны столько долго приспосабливающаяся к постоянным торгам и дебатам о коллективном производстве и управлении приняла государственный корпоративизм в таком ошеломляющем масштабе. Отрасль способна интегрировать целые производственные цепочки в одно сплоченное сообщество, и гильдию минимизировал свои логистические издержки, сконцентрировав экспертизу в одной точке. Ограждаясь от застоя, мы ставим такие сообщества друг против друга в гонке за производительность. И в этой возрождается старое соперничество городов и государств. Мы получаем такие бафы. Экономическое сердце Коннора теперь у нас есть. Ну-ка, что за экономическое сердце Коннора у нас такое? Давайте, это 8-я экономическая реформа, вот оно.
Кому интересно, можете почитать. Я на этом зацикливаться не буду, потому что мы уже близки самого интересного и вкусного. Единый Бог, единый народ. Повторяю, фанатизм по своей сути невозможен во имя равелианства, ибо, будучи уникальным среди всех ныне исповедуемых вероучений, цель равелианства не повиновение, но понимание. Цель фанатизма – закрыть разум и направить верующего к единому учению, так как цель равелианского миссионера – расширить границы разума. Не внимайте тем, кто защищает право погрязать в злонамеренности, отворачиваться от понимания, не позволяйте невеждам ограничивать себя. Один народ, одна вера. Представьте себе большой четырехугольник. Один угол у входа в палату представителей, два других у северо-западного и юго-западных углов удачно названного парламентского парка. Последний слегка приподнятый и портящий прямоугольник, там, где открытый парк встречается с декоративным озером. Это место называется открытой палатой, где собираются и общаются члены парламента, вялые после поражения и напряженные после победы. Есть тип очень серьезных молодых людей, восхищенных магией народного правления, которые принесут свои записи из какой-нибудь академии и задержатся в парке, надеясь по наитию узнать членов, большинства из которых, конечно, едва ли публичные фигуры. Рядом вы найдете людей света, преследующих свои непостижимые сложные цели этикета, группами по двое или трое. Ребенок, преследуемый издерганной гувернанткой, врежется в их группу с неудержимым импульсом. Светские люди рассеются, затем вновь соберутся. Семьи устроят пикник, одинокие люди задержатся на скамейках и впитают всю эту картину. Их души здесь, видите ли вы это? Радикальное провозглашение равелианской веры состоит в том, что истина существует, что истина может быть установлена мудрыми. Какая грандиозная ответственность должна быть подотчетна народному правительству. Церковь подчиняется, наша судьба доверена всей нашей гильдии граждан. Теперь я могу распространять нашу религию. Прикольно. Ну и очаг дарит тепло. Без преувеличения можно утверждать, что весь бассейн Луны от истока до дельты ныне лежит в пределах непрерывных перекраивающихся окраин, составляющих его городов. И в свою очередь подчиняются нашей столице, лепестки, обрамляющие тычин, так что раскинувшаяся конурбация, не имеющая равных даже в городах Змеиного хребта, но не образует величайший экономический центр мира. Ну и мы получаем возможность, я так понимаю, еще раз сделать Золотой век. В принципе, конец игры очень близок, можно это и сделать. Ну, боевой дух у нас, конечно, просел немножечко, зато мы тут... Да, вот последние. Это такой... Такого времени в игре я особо не доигрывал, будем с вами честны. Но ради вас, как говорится, я это сделал. Честно вам сказать, я уже устал ждать перемирия, поэтому просто на минус 3 стабильности объявим войну и плевать. Честно, просто плевать. У меня этих очков просто уйма. Проблем никаких с этим нет. Ну вот и все, война с Лорентом подошла к концу. Это было очень быстро. Я постараюсь забрать все его провинции, все даже морские. И вот такая красота у нас теперь есть. Но миссия у нас пока что не выполнилась, потому что у нее есть порты, но эти порты, к сожалению, не я контролировал. Поэтому мне остается только ждать. И вот, наконец-таки, мы подходим к нашему финалу. Увядание Розы. Почему мы неизменно добиваемся таких легких побед над колониальными державами Конора? Во-первых, потому что у нас есть лишь один внутренний фронт, тогда как они отчаянно уязвимы на огромных расстояниях. Во-вторых, потому что расстояние между производителем и потребителем, между фабрикой и фронтом для нас незначительно, для них колоссально. В-третьих, потому что мы сражаемся за себя, за государство, частью которого мы являемся, так как наши враги сражаются лишь за своих упадочных господ. Мы получаем какие-то бафы и вопль свободы. Немногие несправедливости глубже колониального правления. В нашей истории Долина Луны хорошо знала влияние иностранных держав, неизменно паразитичных, но такие отношения подчинения и выгоды бледнеют по сравнению с отношениями в айландийских колониях, которые даже сейчас питают умирающий труп реакционного Коннора самим своим существованием. Мы так часто говорили, что морально меняется государство. Здесь нас призывает сражаться во имя совершенно незнакомых людей, во имя этих ценностей. Возможно, другие ораторы встанут за эту кафедру и будут с большим красноречием говорить о практических преимуществах, которые мы можем от этого получить. Я не стану, я просто скажу вам всем, этому должен прийти конец. Амар, ну понятно. Ашане, за вами восстаньте. Все колонии с конорским сюзереном получают 100 в желании свободы, ага, он за независимость. А мои? Ну, мои это мои. Так, соответствует требованию по разглашению военного гегемона. У нас есть некоторый нюанс в том, что Таракар пытается меня обойти, но у него армия всего 1 миллион, у меня армия может быть почти 3 миллиона, поэтому сейчас я этим вопросом и займусь. Ну что, вы готовы, дети? Наконец-таки. Мечта. Мечта, господин посол. Отвести своих детей к озеру и обнаружить, что там неприятно многолюдно, ибо весь остальной город тоже
отдыхает. Произойдет событие единства осуществленное. Таким образом, мы утверждаем, что государство — это ряд отношений между носителями власти, и качество государства проистекает из качества этих носителей власти. Государство — это гильдия, организация членов, которая дает обещания и предъявляет требования к этим членам, и чьи цели их защита и обогащение. Мираж в основе своей вещь, которая исчезает, как только мы перестаем в нее верить. Вещь, в существовании которой мы должны верить, иначе мы все очень испугаемся. Изобилие уверенностей, нарядов и мужчин, слишком некрасивых для сцен, которые, тем не менее, благодаря своей готовности претерпеть суд, становятся ужасно прекрасными, а также в конечном счете нечто скучное. Мантия, которой призваны моральные требования, это самая печальная вещь на свете, сказала она мне, неизгладимая запись наших провалившихся идеалов. Вечеринка, которую мы устраиваем, чтобы не перебить друг друга. Я думаю, это выбор. Лина Монет, отчет за 3 класс. Мы получим бонусы двух других гегемоний в половину размере. Никакая другая сторона больше не сможет объявить гегемонию. Все провинции, входившие в империю Амбинар, станут процветающими. Победа в войне против великой державы продлит наш золотой век на 1. И на этом данное прохождение полностью закончилось. Хотел бы вам выразить всем огромную благодарность, кто вместе со мной прошел весь этот путь. От маленького, от малюсенького вот такого маленького блюхартика до вот такой империи, которая простирается на весь Амбинар. Здесь еще какие-то колонии, здесь у нас тоже колонии есть. Давайте теперь подведем, так сказать, краткий итог всего нашего прохождения. По культуре пашанайцев я в какой-то момент уже перестал их распространять. Это у нас вот эти вот. В целом у нас довольно-таки большое количество народов, которые с нами живут, пытаются уживаться. Касаемо нашей терпимости, я успел только вот так сделать. В принципе, неплохо. Касаемо нашего бюджета, это вот так. 4000 за торговлю. И касаемо торговых путей, как это выглядит вот так. 100%, 100%. И в наш Анбинкос 2,90 перетекает. Это я еще их, наших торгашей не так правильно расставил, как хотелось бы. Касаемо религии, карта выглядит вот так. Ну и касаемо окно великих держав, почти 17 тысяч развития в нашей стране. Я не знаю, кто нас должен обогнать, только Таракар, наверное, или Верховная Ставка может хотя бы приблизиться, ну, по крайней мере, по армии точно. Но у нас еще лимиты не полные, у нас может быть 2 миллиона 800, флота может быть почти 1400, еще можно один флагман построить. Короче, очень интересно. Касаемо нашей всей статистики, давайте посмотрим по религиям. Вот, по провинциям. Равелянство 1145 провинций под нашим контролем. Это мировая религия с мировым господством. Остальные там где-то плетутся 300-200. Поэтому как-то у нас получается так. На мой взгляд, прохождение было интересным. Концовка была довольно-таки... Ой, честно вам скажу, очень нудно это было. Честно, это очень нудно. Я до таких дат особо никогда не доигрываю, потому что очень-очень-очень нудно. А так, денег уже ближе к середине игры девать было некуда, но вы сами это все видели. Поэтому, надеюсь, вам, так же, как и мне, это прохождение понравилось, вам было интересно. Если так, то оцените данное видео, напишите комментарий. И всех я зову в свой телеграм-канал, потому что после выхода этого видео там будет происходить опрос за новое прохождение в этом моде. Поэтому вы сможете напрямую поучаствовать, оставить свой голос, выразить свое мнение. Ну и как-то так. Спасибо еще раз, что вместе со мной прошли весь этот путь. Надеюсь, вам также было интересно. Если будет желание кого-то поддержать материально, это вы можете сделать по ссылке в описании. Ну а на этом все и до встречи в новых сериях.